Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. В чьи же сети вы попадетесь? А может быть и не попадетесь. Давайте-ка будем смотреть. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы такой по жизни, знаете, очень обладаете такой энергетикой, я бы сказала, даже сексуальной. Может проигрываться, что вы такой, знаете, для женщин очень интересный, субъект, скажем, да. Не исключено, что женщины очень вами интересуются. Это было и раньше, это проигрывается и сейчас. Просто другое дело, что, может быть, вы не очень на это обращаете внимание, либо же вы это видите, понимаете, но как-то не очень хочется. В вашей жизни было довольно много, таких вот судьбоносных шансов, что ли. Это могут проигрываться шансы по работе, да, вот когда, казалось бы, все рушится, а тут откуда ни возьмись появляется новая работа, новые какие-то возможности, да. Это могут быть шансы, да какие угодно. В принципе, вариантов может быть довольно много. То есть, вот знаете, вот вас судьба любит. Вы такой вот баловень судьбы в каком-то смысле. Вы даже бывает, вот, простите, еще не выболелась, хриплю. В каком-то смысле, вот вы знаете, вы можете выходить даже сухим из воды. В том плане, что там, где другие люди ломаются, да, там, где опускаются руки, да, вот вы как-то бодрячком выходите из всех сложных ситуаций. Их у вас было в жизни, в принципе, предостаточно. Причем вот как-то довольно много боли и страдания вам по жизни приносили вот, именно женщины. Именно от женщин вот у вас идет такая вот, знаете, как карма какая-то. Вот знаете, вот кто-то думает, возможно, из вас, что это наказание свыше или что это, что почему попадаются вот такие женщины. Простите. Почему попадаются женщины именно вот, которые разрушают? У кого-то это одна женщина может быть, у кого-то может быть несколько женщин вот одинакового типажа, но это могут быть предательницы, это могут быть, я не знаю, которые склонны к измене, к вранью. Это может быть, абсолютно какой-то вот похожий, одинаковый между собой типаж, да, вот я сейчас это говорю, у кого вот было, может быть, несколько таких сложных ситуаций, связанных с женщинами. То есть, знаете, вот как будто постоянно наступаете на те же грабли. Может проигрываться, что вы вот с одной разошлись, допустим, по причине измены. Повстречали другую, другая женщина точно так же себя повела, то есть обманывает, предает и так далее. То есть вот, как бы, знаете, вот как снежный ком, уже у вас по жизни как-то это все катится, катится. И знаете, вот вы пришли к тому пониманию, что вы уже подустали. Вы подустали от любви, вы подустали от всего. Я имею в виду вот личную жизнь, вот как-то вам поднадоело. Я сейчас вот не вижу вот именно женщины, которая могла бы называться, вашей именно любимой, да, вот вашей женой. Могут проигрываться вот по дьяволу, да, у некоторых романчики, да, вот такие легкие. Но опять же, они ни к чему не обязывают, это так чисто для здоровья, да, чтобы так как-то разнообразить. Это, знаете, как говорится, это кекс на автомате. Но это совершенно не то, как с человеком, когда ты его любишь, и вы это прекрасно понимаете. Хотя, вот знаете, вы человек, который, в принципе, вы умеете любить, вы умеете красиво ухаживать, вы умеете дарить это тепло. Другое дело, что вот как-то вы не видите вокруг себя женщин, даже которым вы могли бы подарить свою любовь. Вот знаете, у меня такое ощущение, что вы не видите вокруг достойных женщин. То ли вы настолько разочарованы, то ли вот вы опасаетесь, да?
хоть как бы там ни проигрывалось, да, вот вы такой фартовый любимчик судьбы, но вот как-то с женщинами, ну, не везет. Вот не складывается. Вот я бы сказала, что вам больше везет в работе, в каких-то делах, вот где угодно. Но вот как-то с женщинами, ну, не складывается по жизни. У кого-то это может проигрываться одна женщина, да? Опять же, помним, что это общий расклад, да, у кого-то может проигрываться, что это одна была. Но одна, но она такую вам боль сумасшедшую причинила, что вы сейчас вот вообще можете в каком-то то ли ступоре быть, да, то ли это какое-то состояние, знаете, вот состояние нестояния. Когда ты не знаешь, как тебе двигаться, да, вот искать кого-то или не стоит. Когда может быть хаос в душе, когда ты не можешь в себе разобраться и понять, а чего же я хочу, и нужны ли мне вообще эти женщины, или же мне лучше одному побыть. То есть, понимаете, здесь довольно такие многогранные могут проигрываться ситуации, вот судя по раскладу, да. Также у некоторых из вас может проигрываться еще небольшая такая ностальгия, вот воспоминания о прошлом. Вот вы скучаете, да? Но именно вот вы скучаете из-за своего такого, из-за своего одиночества. Не потому, что вот вы, может быть, там любите до сих пор, нет. Да, могут у некоторых проигрываться отголоски любви, могут. Понятно, что все люди разные, да, это общий расклад. Но опять же, здесь скорее проигрывается вот именно вот эта ваша тоска. Тоска одиночества, потому вы вспоминаете, как было хорошо, как было когда-то, как вы любили, да. То есть те счастливые времена. Вы также, я вам скажу, человек толпы. Ну, это в смысле, что вы человек, который очень хорошо умеет коммуницировать, вы человек, который умеет и объяснять, и направлять, помогать, да, вот даже в элементарных делах вы можете по работе кого-то учить чему-то, да, вот может быть даже в чем-то вы лучше разбираетесь, чем ваши коллеги, да, вот вы всегда подскажете, вы поможете. Вы вообще душа компании. Вот даже когда вы находитесь, ну, где-то там на мальчишниках, я не знаю, там на каких-то посиделках, на днях рождения, вы запросто можете на себя взять все внимание, вот внимание толпы, да, вот весельчак-балагур, я бы сказала, да. Но это скорее я склоняюсь, что это было раньше. Вот сейчас вы немножечко остепенились, и вот все-таки вот эта грусть и одиночество, оно свое взяло. Все-таки вот сейчас я не могу сказать, что вы прям такой балагур. Знаете, вот вы человек, который улыбается сквозь печаль. Вы можете, да, вы на людях можете улыбаться, вы можете там, я не знаю, тусить, все что угодно, да, вот подхватывать компанейские какие-то дела, но тем не менее в ваших глазах будет все равно просматриваться грусть и печаль. Просто потому, что вот вы себя чувствуете одиноким. И как бы там, знаете, вот как бы какой мужчина не хорохорился, не рассказывал, да мне никто не нужен, да, вот мне так классно, кайфово и так далее. Я никогда не поверю, что одиночество это классно. Знаете, вот все-таки одиночество это в каком-то смысле это защитная маска. Защита от той боли, которую могут причинить. Да, это когда человек вот как в ракушку закрывается от других женщин. Когда человек понимает, что вот если я не закроюсь, они меня снова предадут, обманут, обидят и так далее. Поэтому, когда я слышу, знаете, вот таких вот людей, которые высказываются, да, мне так классно, сегодня одна, завтра другая, да, я понимаю, что человек был когда-то, ну, глубоко травмирован, его либо же предали, да, вот именно изменили, обманули, ну, то есть глубокую рану нанесли, и человек больше не хочет нырять в эти серьезные отношения. Вот проще так повесить шторку, да, что все, никого не хочу, ничего не хочу, мне так классно, да. Одиночество ни для кого не классно. Я думаю, вы со мной согласны. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу одиночества. Итак, давайте-ка смотреть, в чьи же сети вы попадетесь или же нет.
Что же будет дальше, да, вот в вашей личной жизни? Что будет с женщинами, да, или же не будет? Давайте будем разбираться. Вот еще какой-то период вы будете, ну, в таком же состоянии, как сейчас. Еще какой-то период, это будет пауза в личной жизни. Это будет, знаете, это будет период, когда захочется разобраться со своими мыслями, захочется разобраться у кого-то со своими какими-то житейскими проблемами. Потому что у некоторых из вас могут проигрываться, ну реально вот именно какие-то житейские, да, у каждого это свои будут проблемы, у кого-то это бытовые, у кого-то, я не знаю, может быть там по здоровью, у кого-то с родственниками, абсолютно разные варианты. То есть вы немного откладываете снова свою личную жизнь, ну абсолютно по разным причинам. Плюс еще, смотрите, ребята, те из вас, которые вот все-таки еще холят или лелеят надежду вот помириться, да, вот с бывшей. Вот я смотрю, все-таки вы не теряете этого желания. Вот я думаю, все-таки я сейчас обращаюсь к тем, кто хотят помириться. Вот я думаю, вы будете делать попытку, вот вы не выдержите, вы не сможете. Либо же еще, знаете, вам будет вот послан какой-то шанс свыше именно помириться. Это будет какая-то такая ситуация, либо же вы встретитесь как-то вот с бывшей, да, пересечетесь. Может быть, даже она к вам появится, но вы будете просто более активную позицию занимать, да, вот как-то больше атаковать ее, предлагать, чтобы, ну, как-то помириться с ней, да. То есть шанс у вас будет. Вот те, кто хочет, уж сильно хочет помириться, да, ну, как бы я не вправе за вас это решать, я не могу вас отговорить. Это личное дело каждого. Но шанс у вас такой будет. Я почему остановилась? Потому что я вижу, что карта вот примирения идет, но я понимаю, что далеко не все, кто меня смотрит, собираются мириться. Поэтому я остановилась именно вот для тех, кто хотят помириться. Да, вот видите, у нас даже из колоды выпала карта, да, довольно благоприятный период, что именно вот к примирению. Так что можете дерзать. Ну а какие уже последствия будут, я думаю, ну вы прекрасно понимаете. Я не раз в своих видео рассказывала, что разбитую чашку не склеишь. Но если хотите, то, пожалуйста, дерзайте, пробуйте, миритесь. Итак, поехали дальше. Что будет дальше с личной жизнью? Ну вот постоянно, смотрите, из расклада в расклад у нас выходят страхи, комплексы, да? То есть страхи того, что женщина изменит, того, что женщина обманет, да? Вот у нас страх обмана идет. Очень много обмана было, да, даже вот эта карта, которая, ну, как бы сама за себя говорит, да, вот страх того, что можно ходить с большими ветвистыми рогами, да, грубо говоря. Эти страхи никуда не деваются, поэтому вы постоянно откладываете свою личную жизнь. Каждый из вас откладывает ее под разными предлогами, понимаете? Можно придумать массу отговорок. Массу, миллион, я даже все не придумаю, которые можете придумать вы сами, только чтобы оттянуть как-то, только бы не вступать в серьезные отношения, да? Ведь на самом деле страх — это очень большая такая сила, которая нами управляет. Причем страх может управлять именно подсознательно. Когда вы, допустим, смотрите на женщину, и вот она вам кажется недостаточно красивая, она может казаться вам недостаточно коммуникабельной. Ну, то есть вы ищете такие какие-то, знаете, ну, глупые, такие чепуховые какие-то недостатки, которых на самом деле может и не быть. Но вот ваш мозг вас защищает просто от женщины. В одной женщине вы найдете одни недостатки, в другой женщине вы найдете другие недостатки. А всего лишь это будет ваша защитная реакция. У вас, кстати, падает семейная карта. Давайте разбираться в дальнейшем, да.
потому что в ближайшее время вы паузу берете. Что за семейная карта и с кем? Так, вот знаете, как-то сегодня довольно такой грустный расклад получается. Снова у нас отшельник, снова одиночество, снова плохо. Снова вот как-то, ну не спешите вы вступать в отношения. Женщин вокруг есть, женщин вокруг много. Смотрите, проигрывается как? Вы будете общаться с женщинами вот после той паузы, которую вы возьмете, да, вот о которой я говорила. Какой-то период вы будете общаться, ну, это скорее дружеское будет общение. У кого-то это может быть в интернете, у кого-то это в жизни, да, может быть по работе, соседки, там какие-то старые знакомые. Ну, то есть это абсолютно не романтическое такое общение, да. Именно по той причине, что вот страхи, вот у нас постоянно выпадают страхи. И мне, в принципе, неудивительно, потому что я прекрасно понимаю, что, в общем-то, один контингент смотрит мой канал, да. Ну, бывает там, может быть, небольшой процент мужчин, которые еще в таких токсичных отношениях находятся. Но судя вот и по вашим комментариям, я понимаю, что, да, большинство из вас в разводе, да, у которых пережили большую травму. И вот страхи потому у нас выпадают. Потому страхи. Это ничего страшного в этом нет. Поэтому, смотрите, вы вот через какое-то время, да, вот начнете потихонечку, ну, пытаться вот завязывать какие-то, знаете, отношения. Но опять же, это будут больше дружеские отношения. Вот она и любовь наша выскочила. Что это за любовь? Эти дружеские отношения, они будут до поры до времени дружеские. В вашей жизни появится женщина, которая... Да, поначалу вы не будете воспринимать как хорошего друга, может быть. Во-первых, она будет вам казаться слишком хороша для вас. Во-вторых, вы будете, опять же, из-за своих вот каких-то страхов и опасений, вы будете переживать, что а вдруг ее уведут? Вот она слишком уж для меня хороша, да? Особенно это касается мужчин, которые, допустим, не очень большую зарплату имеют, которые, может быть, по какой-то причине, да, вот, ну, уровень, ну, ниже среднего, допустим, имеют, да, потому что у всех доходы разные. А эта женщина, вот она вам как-то покажется, ну реально королевой, да? Поэтому вы будете очень осторожно как-то вот сначала по-дружески с ней общаться, вот, ну настолько вот она будет вам нравиться, да. Причем, я вам скажу, вы в душе вот будете как будто вот план вынашивать, да, вот с одной стороны вам стрёмно так, страшно ее завоевывать, а с другой стороны, вы будете все равно, вот, ну, чуть ли ночами не спать, вот вы будете сидеть, вот и думать, ну, как же с ней сблизиться, ну, уж слишком сильно она вам понравится. Эта женщина довольно уверенная в себе, это женщина, которая довольно твердо стоит на ногах, она из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, она неплохо зарабатывает. Давайте-ка еще посмотрим, уточним, что она за дама. Дама с Амстердама. Она знает себе цену. Причем вот она у нас выпала королевой кубков, да, эта женщина как раз станет той самой единственной, которую вы так боитесь впустить в свою жизнь. С этой женщиной у вас проигрывается семейная карта, то есть, да, вот вы можете создать семью, кто-то гражданский брак, кто-то официальный брак. Но она такая дама с характером, вот она себя в обиду точно не даст. Она может проигрываться воздушного знака зодиака. Она такая, знаете, довольно умная женщина. С умными женщинами бывает непросто. Вот почему-то бытует мнение, что мужчины побаиваются красивых, а еще если и умных женщин, так это вообще двойной удар. Знаете, вот как говорят, ну, глупышки проще лапши навешать, да, вот в таком плане. А умная, она все просчитает, она проанализирует, да, она все сопоставит, где, когда, с кем, да, вот что соврал, где.
Ну, то есть вот в таком плане мужчины побаиваются. Напишите, кстати, в комментариях, правда или нет. Есть такой момент, вот побаиваетесь вы умных женщин, а если умная и красивая, так это вообще трэш. И, кстати, напишите, встречались в вашей жизни умные женщины, да еще и красивые? Было ли такое счастье в вашей жизни? Потому что вот как-то, знаете, многие мужчины почему-то жалуются, говорят, ну, бывает, познакомишься с женщиной, красивая, фигуристая, вроде бы все при ней, а рот откроет и сбежать хочется. Напишите, было у вас такое или нет. Поэтому смотрите, это женщина, с которой, знаете, вот у вас начнется все как бы так несерьезно, да, вот вроде бы это дружба. Вроде бы это какое-то такое общение, но ни к чему не обязывающее, да, у кого-то это может быть по интернету даже завяжется, потому что помним, что общий расклад. Но это все перетечет реально вот в большую любовь. У нас туз кубков выпал. Так, смотрите. Это женщина, которая, вот она возьмет вашу жизнь, вот вашу жизнь настолько в оборот возьмет. Она познакомится, вот у кого есть дети, она познакомится с вашими детьми. Причем она им очень понравится. Вот она настолько вот умный человек, да, потому что вы понравитесь как мужчина. Плюс она найдет общий язык с вашими детьми, а это еще один плюс, потому что дети для вас много значат. Даже вот, знаете, далеко не каждая женщина будет носиться там с чужими детьми, да, вот как-то играть, может быть. Если дети постарше, может быть, поговорить о чем-то, да, вместе куда-то сходить, как-то досуг провести. Вот она настолько найдет подход к вашим детям, что, знаете, это, ну, в каком-то смысле, как вторая мама, да. Может даже проигрываться, если у кого-то вот из ваших детей, если не очень хорошие отношения с матерью, да, ну, с бывшей, то есть, то даже я не исключаю того, что эта женщина им будет как-то, вот знаете, ну, больше нравится даже, ну, комфортнее будет, чем с мамой родной. Понимаете, о чем я говорю? Понятно, что мать есть мать, да? Но вот она как-то то ли ближе, то ли теплее будет к ним относиться, вот, да? Ну, как-то вот как к родным. Понятное дело, что чужих детей, конечно же, никто не будет любить так сильно, как своих. Но она настолько сильно, знаете, вот настолько сильно к ним привяжется, и дети ваши привяжутся, что, ну, это реально, это такие, знаете, дружбаны будут, это друзья на, ну, друзья на миллион. Эта женщина еще, знаете, вот она абсолютно поменяет ваш быт. Она, может быть, даже вот у кого-то из вас, она может ремонт затеять, да? Ну, конечно же, не без вашей помощи. Она может какую-то, может быть, перестановку мебели сделать. Она может, ну, я не знаю, вот, ну, вот какие-то перемены, да, то есть идут перемены в вашей жизни, в вашем жилище, вообще кардинальные перемены. Она привнесет, знаете, какую-то, вот знаете, привнесет ложку, именно ложку меда в вашу бочку дегтя, как говорят, да, есть такая пословица. Это женщина, с которой вы сможете вот именно и в радости, и в горести быть. Вы понимаете? Я понимаю, что некоторые из вас сейчас в это особо не верят. Поскольку вот, да, многие из вас опустили руки, кто-то считает это очередной сказкой, да. Но это такое дело, хозяин, барин. Но тем не менее говорю то, что вижу, то, что показывают нам карты. И в вашей жизни появится королева, которая, конечно же, она вас... Вот она настолько вас возьмет в оборот, вот именно в сети такие вы попадете, что, ну, уже вы просто не вырветесь. Вам захочется быть с этой женщиной 24/7. Хотя, как нам показали карты, особо серьезно вы как-то ее и не воспринимали, да? Именно вот из-за страха, что уж слишком хороша,
из-за остальных ваших страхов, что а вдруг не получится, да, а вдруг снова на те же грабли. То есть это женщина, которая поменяет вашу жизнь, но она поменяет в лучшую сторону. Она подарит вам любовь, она подарит вам тепло, заботу. Но опять же помним, она тоже с характером. Она не будет сидеть сложа лапки и слушать, допустим, как кто-то ее обижает, как кто-то наезжает на нее, да. То есть, знаете, это женщина, которая хороша во всех смыслах. С этой женщиной вы абсолютно забудете, во-первых, свою бывшую, во-вторых, вы поменяетесь. Причем поменяетесь настолько кардинально, что сейчас вы даже не подумали бы, что вы будете делать какие-то вещи, ну, недопустимые для вас, да, я не имею в виду ничего плохого. Ну, то есть это может быть и смена одежды, это может быть и смена каких-то ваших вот жизненных, ну, я не знаю, установок каких-то, ваших правил каких-то. То есть здесь кардинальная смена вашей жизни идет, это 100%. Поэтому, ребятушки, выше нос. Ждите вашу даму, которая поменяет абсолютно всю вашу жизнь, возьмет вас в оборот. И, конечно же, вы попадете в ее сети. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!